Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Начинаю новый фильм про создание электроканистры. Другое название — внешний аккумулятор, по-английски Power Bank. Я думаю, фильм будет не очень длинный, но интересный. Погнали! Приехали аккумуляторы титанатные. Вот так они выглядят. Вот, упакованы в пупырку. Ну вот некоторые я еще даже не вытащил. Вот, ну это первая партия приехала. Вот, но этого достаточно. Тут 12 штук. Это 24 вольта будет. Вот. Такие они, как граната. Вот. Сказали мне, как проверять. Такой прибор купил. Надо измерять. Ну, пока еще не изучал. Внутреннее сопротивление. То есть должно показать внутреннее сопротивление. И по нему сделаем вывод, насколько они хорошие. Так, вот это инвертор, который будет делать из 24 вольт 220. Стоянка. Тут вот переменка. Ребят, ну разобрался я с этим прибором. Почитал обзор. Ничего сложного. Тут вот автоматический режим полностью. Дальше здесь щупы. На каждом по 2 контакта. Надо ими сразу двумя доказываться, и будет происходить измерение. Вот то, что нам нужно. Вот здесь будет напряжение показываться, здесь сопротивление аккумулятора. Это означает 0,53 миллиома. Напряжение 2 вольта 26 сотых, ну 262 тысячных. Вот. Сейчас вот все промерю, подпишу. 57, 55, 66. 66 это, конечно, уже как-то много. Там в магазине заявлено на фотке 46. То есть вот как вот это вот 49, я считаю, отлично. Но 49 и 66 это уже разница такая прям серьезная, как бы. Вот сейчас я все промерю, подпишу и покажу, что получилось. Все перемерил, подписал. Получается вот 47 самый лучший и 46. Вот они два. Те, которые прям в магазине вот говорилось, ну, совпадают с показаниями. Остальные похуже. Ну, еще попробую зарядить, разрядить их. Так, ребят, рассказываю. Есть у меня вот такой блок питания. Максимальное напряжение, ну вот на нем сейчас выставлено там 31 вольт, но он вообще 30 там по паспорту. Вот. И ток, который он может выдать, тоже максимальный, 3 ампера. То есть, по идее, 90 ватт он должен выдавать. Ну, не знаю, он уже древний. Наверное, что-то с ним случилось. Инвертор 24-вольтовый. Вот. Пробовал здесь сделать напряжение. Сделал 14 вольт. Включаем. Он показывает 14 вольт, но потрескивает что-то, а здесь нету выходного напряжения. То есть он явно не 12 вольтовый. Дальше вот здесь делаем. Ну, пусть будет 21 вольт. Он завелся. Тут вот лампочка, ошибка. Вот видите, моргает. Маловато ему это напряжение. Сейчас добавлю. Вот 22. Все устойчиво. Он. Инвертор работает устойчиво. Блок питания тоже устойчиво. Вот выходное напряжение 225 вольт. Обратите внимание, вот здесь вот 22,3.
Вот там 22,5. Ну, примерно одинаково показывает. Дальше увеличиваем до максимума. Видите, что с ним происходит? Он уходит то в защиту потоку, то по напряжению. То есть вот так работает. 30,5 вольт здесь показывает, там непонятно сколько. То есть, ну, что-то с блоком питания не то. Дальше. Лампочка 75 ватт накаливания. Включаем как нагрузку. Загорается, потом гасит. И видите, там переходит в защиту. Здесь параметры гуляют. То есть тот блок питания не тянет. 75 ватт много. Так, вот это зеркальная 60 ватт. Также там идут какие-то переключения. Здесь тоже напряжение падает. Вот, ну. Собрал вот такую батарею временно пока. Решил потестировать. Смотрите, что заметил. Лампочка 75 ватт. Входное напряжение 24,7. Выходное вот 219. Потребляемый ток. Здесь стоит ток. Сейчас 0. Включаю лампочку. 73 ватта. Засветка идет. Сейчас. Вот входной 23. 24,2. 224 выходной. Подключил строительный фен. Максимальная мощность 1800 ватт. 3 режима. Вот сейчас включаю первый режим. Второй режим. Какая-то лампочка уже заморгала. Сейчас 900 ватт. Из фена теплый воздух пошел. Ну и попробую кратковременно максимальную мощность. Все. Не тянет. Не потянул. Вот эти вот тонюсенькие провода. Они нагрелись. Это ожидаемо. Тест такой чисто прокатит, не прокатит. Вот при мощности вот 1800 ватт ток здесь, ну, порядка 80 ампер. То есть большой такой ток. И провода надо толстые. Сейчас попробую заменить. Вот такой провод взял. 4. Взял 4 провод. Пробуем еще раз. Вторая скорость. Ну и пробуем. Полтора киловатта, ребят. Обдув. Инвертор включился сразу. Надо проверить, где греется.
Еще разок попробуем. Полтора киловатта тянет. Сейчас включил все аккумуляторы. Пробую, думаю, с просадкой должно на номинальный выйти. Ну, сейчас, кстати, вот это красное не моргает. Перегрузка. Вот это красное моргало, сейчас нет. Включил максимальную 1600 ватт. Ну, сейчас чуть поработает. Я для электромобиля купил зарядный кабель с возможностью регулировки тока зарядки. Там получается минимальное значение 10 ампер. При 10 амперах получится мощность, потребляемая заряжаемым электромобилем, 2,2 киловатта. Фен красный. Вот он, провод от него. Адаптер. Да, все, выключаю. Провода нагреваются. Вот эти провода горячие. Да, но они на такой ток не рассчитаны. Что мы имеем? Вот эти провода надо толще купить. По сути, тут порядка, округленно 100 ампер, а это, сварочный ток. То есть у сварочного аппарата сколько там, 10 квадратов. Такой провод и нужен здесь. Доделать шину. Вот, и можно продолжить испытание. При сборке использовал алюминиевую шину. Вот. Почему алюминиевую? Потому что контакты от аккумулятора, они алюминиевые. Алюминий с медью нежелательно. Может окисляться и контакт нарушаться. Вот. Стальные гайки. Нержавеющая сталь. Хотел найти алюминиевую, но тут М12 резьба. Не нашел. Пока такие. Очень плохой контакт получился. Вот. Если я мерил сопротивление аккумуляторов, тут вот написал 57, 0,57 миллиома. Тут примерно тоже 0,5, там 0,6. Вот, то с этого на этот вывод уже получалось 5 миллионов, то есть в 10 раз хуже. Это вот из-за того, что плохие контакты, надо улучшать здесь. Может быть, только проводящую смазку, там шайбы, какие-то алюминиевые. Это надо исправлять, потому что здесь будут потери. Потери, нагрев. Вот это надо будет устранить. В целом, пока считаю результат положительный. Буду покупать провода и дорабатывать. Продолжаю изыскание с аккумуляторами. Смотрите, что вот я обнаружил. Вот просто алюминиевую пластину. Видите, 0,4 миллиома. 0,4 миллиома, это вот сколько тут? Сантиметра 3-4, 4 сантиметра где-то. Ну вот, на половине расстояния 0,2 миллиома. То есть сама пластина. Надо толще пластину, чтобы у нее было меньше сопротивления. Иначе это, мы гонимся, да, вот что аккумулятор, сколько сейчас он покажет. 0,55 миллиома, да? А при этом, смотрите, вот с одного аккумулятора на другой сопротивление 5,6. Видите, это я не меряю через аккумулятор, это просто контакт отсюда до сюда контакт.
5 миллионов. Ну, блин, это, ну... Дальше, вот гайка стальная, которую я использую. Видите, 0,19, 0,18 миллиома. То есть, ну, тут вообще кошмар. То есть здесь будут такие потери. Вот с этого аккумулятора меряю на пластину. 0,4 миллиона. 5 миллионов. Ну, тут может быть еще подтянуть. Сейчас попробую. Да, тут он не сильно затянут был. Просто контакты алюминиевых аккумуляторов. Их легко прям раз и то ли резьбу сорвал, то ли этот вот торец сторон. Проверяем. Ноль один. Вот видите, уменьшилось как хорошо. 0,25. Теперь контактная разница. 0,35. Ну, это все равно, я считаю, много. Вот, я думаю, что вот эти гайки надо алюминиевые делать. Поясню почему. Вот это здесь 3 миллиметра толщина шины. В ней просверлено отверстие. И вот 3 миллиметра, получается, ну, сколько оно захватит вот этого контакта резьбового. А резьба имеет, ну, вот вершину, ну, площадь соприкосновения с пластиной, ну, очень маленькая. Вот, поэтому рассчитывать на то, что пластина коснется вот этого контакта и будет хороший контакт, это, ну, наивно. Вот, нужно контакт устраивать с этой плоскостью пластины. Вот, на плюсовом контакте аккумулятора здесь хороший контакт. Сейчас покажу. Надо ключи притащить из гаража. Да, у меня там медный. Вот смотрите, плюсовой. Видите, какая большая площадка здесь. То есть пластина ляжет и контакт будет хороший. А вот минусовой. Он, во-первых, здесь не торчит практически. Плюсовой, видите, он выступает. Вот здесь можно вот лечь. А минусовой здесь она вот ложится и касается уже вот этого синего края. То есть надо сюда либо шайбу алюминиевую, чтобы шайба легла алюминиевая, тогда будет побольше, а потом уже шину. Вот, наверное, так и сделаю. Но я уже заказал шину 6 миллиметровую, алюминиевую 6 миллиметровую. Я думаю из нее сделать алюминиевые гайки, потому что я не нашел М12 алюминиевые гайки. Они вот здесь как раз были самый раз. Сталь хуже проводит ток, мы уже видели измерения. Вот. И не нашел ни на Алиэкспресс, ни в России, ни в российских магазинах. Буду изобретать сам. То есть из шины нарежу кусочки, в них отверстие сделаю митчиком, и получится, ну, такая импровизированная гайка. Вот, потому что эти, ну, совсем не то. Вот. На 2 гайки, понятно, это вообще будет. Видите, 1 миллион. 0,2. Это вот на гайке 0,2 миллиона. Сколько таких гаек. То есть, ну, да, они дорогие, нержавейку взял. Тут еще вот эти грани мешают, их может быть зашлифовать. Вот, и тогда площадь контакта будет больше. Но я меряю прибором вот здесь, и уже плохо. Ну, будет там чуть лучше. Но, в принципе, сам металл плохо проводит. Пришла новая партия аккумуляторов, 6 штук еще
проверяю сопротивление. 0,63, 0,68, 0,76, 0,67. Вообще 0,8, 0,72. Ну вот такое ощущение, что они вот бэушные продаются, хотя цена как у новых. Вот. Почему такой вывод? Я связывался с ребятами, которые автозвуком занимаются и ставят титанат. Вот они говорят, что 0,23 должно быть внутреннее сопротивление новых аккумуляторов. Вот я купил первую партию 12 штук, сейчас вот еще 6. Из 12 я получаю 24 вольта, из 6 я получаю 12 вольт. То есть мне еще 6 штук. Вот, ну попробую, значит, тоже 40 ампер часов таких же заказать у тех, кто говорит, что у них 23 миллиома внутреннее сопротивление. Придут и проверю. Вот на самом деле покупаю вот эти аккумуляторы, а сам уже сомневаюсь, потому что вот нашел такой мега пауэрбанк на Алиэкспресс. Вот он кажется дорогой, но если посчитать, сколько стоят аккумуляторы, сколько инвертор, мне еще нужно сделать зарядку, часть, ну, блок зарядки, да, чтобы вот эти аккумуляторы заряжались от 220 вольт. Вот, а в том Powerbank уже есть инвертор, который дает выдает 220 вольт. Аккумуляторы 2 киловатт-часа. Но там не титанат, там литий-феррум полимерный. Ой, литий-феррум фосфатный. Вот. Возможность зарядки от 220 вольт, быстрая зарядка. И зарядка от солнечных панелей. То есть там можно 42 вольта, по-моему, подавать. В общем, вот такой блок. Вот. И если посчитать, сколько мне это обойдется, ну, мне с титанатом, я считаю, литий, феррум, фосфат, они подешевле. В общем, если бы я не покупал аккумуляторы, купил бы тот Powerbank и был бы очень доволен. Там все заводское, все уже отлажено, проверено. А мне тут еще изобретать. Видите, тут контакты надо придумывать. Тут много проблем еще будет. Провода нужны толстые. Вот я купил 10 квадратов сечения. Вот 2 метра взял. Этого мало будет. Вот, но это тоже не дешево. Поэтому, ну, я теперь уже доделаю. А вам советую покупать готовый блок. Его можно будет расширить, там, заменить аккумуляторы на более емкие. Емкость возрастет. Например, так. По поводу аккумуляторов. Купил вот такие шайбы. Это 20 штук. Они алюминиевые. Смотрите, от чего они подошли-то. В сантехнике они используются как уплотнение. То есть алюминий мягкий металл. Да, и там на стыках ставится алюминиевая шайба вот эта. И в нее может вдавиться вот эти соединяемые части. И все будет герметично. Материал мягкий, это очень важно. То есть здесь я буду, когда гайкой сжимать шину с аккумулятором, то мне тоже нужно, чтобы зазоры были минимальные или там какие-то не соединения, площади контактов, которые не соприкоснулись. Их надо вот как можно меньше делать, чтобы ток, который будет идти, он будет большой, чтобы не нагревал место соединения. Вот здесь получается, что
заподлицо, вот как я показывал, да, вот эта шайба в самый раз, и контакт, видите, зазор получается. Вот, плюс тут вдавится, все будет отлично. Вот, я думаю, эти шайбы, вот я их 20 штук взял пока, но у меня 18 таких банок. Думаю, хватит. Вот, а здесь тоже можно шайбу поставить, чтобы она продавилась, сыграла роль уплотнения. Но не обязательно, потому что здесь выступ. Видите, вот этот квадратный выступ. И контакт здесь будет так хороший. И упираться в сам цилиндр шины не будет. Вот. Ну и купил вот такую вот шину алюминиевую. Купил вот митчики М12. Буду нарезать резьбу. Сейчас купил вороток. У меня, который был, он маловат. Как вам показать? 6 толщина. Вот. И буду делать гайки. Алюминиевые гайки. Но М12 найти нельзя. Медные можно, но мне не подойдет. Еще, ребят, что я узнал. Можно было использовать медную шину здесь. Вот. Если ее облудить. Хотя бы в месте контакта с алюминием. Луженая медь не будет окисляться. Вот. Но тоже это как не стопроцентная гарантия, да, потому что при деформации шины вот она будет там продавливаться чем-то, гайкой, например. И вот это лужение, оно может разорваться, и медь откроется, и она начнет опять окисляться. Не нравится мне эта шина. Видите, вот здесь вот тонкие, получается, стенки. То есть контакт будет вот здесь в основном и немножко вот здесь. Это уже практически не работает. Надо пошире было брать. Да, брать пошире, чтобы пятно контакта вот здесь было больше. Хотя здесь, видите, оно большое, но можно еще больше. Ребят, плохая была идея. Делай гайки из алюминия. Нарезал вот пробную резьбу, закрутил, а назад уже все как-то заклинил там. И уже видите, все, ну, на аккумуляторе резьба стерлась. И теперь не знаю, как вытащить. Наверное, сейчас буду разрезать и вызволять аккумулятор, чтобы оставшуюся резьбу не, ну, вот сколько осталось, чтобы уцелело. Иначе, ну, не знаю, как затягивать потом. Прошло немного времени, и цена на этот Powerbank изменилась. Оказывается, это были распродажи Черной пятницы. Сейчас цена уже совсем другая. Ну а на этом пока все. До новых встреч. Удачи вам.